Всем привет, рада видеть вас на моем канале. Сегодня буду делать коррекцию наращенных ногтей с помощью верхних форм. Если вам это интересно, присоединяйтесь. Ну а с вами я, Миронова Виктория. Героями сегодняшнего видео будут вот эти ручки. В прошлый раз мы делали вот такое море на ногтях. Получилось очень красиво. Спустя 5 недель все относилось в принципе хорошо. Единственное, девочка потеряла 2 ногтя на указательных пальчиках, на правой и на левой руке. К сожалению, иногда такое случается, но ничего смертельного здесь, конечно, нет. Ведь сегодня мы будем делать коррекцию наращенных ногтей и все поправим. Так как этот дизайн не рисовался с помощью гель-лаков, а сразу же выкладывался с помощью разноцветных полигелей, то этот материал, конечно, сейчас нужно полностью спилить до тонкой подложки. Если это не сделать и не убрать эти синие пятна, то после перекрытия ногтей камуфлирующим полигелем, после высыхания и перекрытия топом обязательно будут виднеться темные пятна. Ну и это точно будет не очень красиво. Основную толщину цветного покрытия я, конечно, постаралась убрать твердосплавной фрезой, но в тех местах, где была тоненькая подложка, я все-таки оставила немного цветного материала, уберу его уже с помощью либо алмазной фрезы, фрезы пламя, когда буду вычищать птериги, либо уже в самом конце, когда буду пилкой проходиться по натуральному ногтю, чтобы приподнять чешуйки для лучшей сцепки с твердым материалом, сделаю пару лишних движений пилкой и уже до конца просто уберу вот это цветное покрытие. Так как я сейчас делаю коррекцию наращенных ногтей, а не маникюр и покрытие гель-лаком, то на данном этапе я просто быстро срезаю огрубевшую кожу и не добиваюсь прям идеального результата именно на этом этапе. После того, как срезала огрубевшую кожу, пилкой придаю ногтям форму, тоже очень быстро, потому что вы же прекрасно понимаете, что она еще будет перепиливаться. Ну и, конечно, сверху прохожусь пилкой по поверхности ногтей, чтобы приподнять чешуйки. Ну и также я убрала вот эти синие пятна, которые остались с предыдущего покрытия. Дальше все по стандартной схеме: дегидратор, бескислотный праймер и тонким слоем втираю базовый покрытие. Не знаю, как вам, а мне было безумно интересно, когда появились классные верхние формы. Мне прям всем клиентам хотелось сделать коррекцию именно с помощью этих форм, либо же моделировать с помощью этих форм. Но потом, спустя какое-то время, мне они поднадоели, и я вернулась к обычному классическому способу. Но когда я делала эти ногти, мне прям почему-то захотелось достать эти формы с дальнего стола ящика и сделать коррекцию именно ими. Кстати, коррекцию наращенных ногтей я люблю делать ими больше, чем само моделирование, потому что когда делаешь именно коррекцию, то свой натуральный ноготь служит как подложка, и материал не затекает под ноготь, потому что как бы крути, не крути, вычищаешь, выравниваешь потом полигель изнутри, но все равно он потом где-то хоть чуть-чуть все-таки затечет под ноготь, и придется потом его оттуда выковыривать, вычищать, а это все-таки занимает достаточно большое количество времени. А вот когда делаешь именно коррекцию, то такие проблемы не возникают, просто набрал материал в форму, прилепил, высушил, и потом аккуратно уже фрезой можно все вычищать. Еще я заметила один такой момент, это, конечно, возможно только у меня, у других по-другому, но у меня идет немного больше материала на такую коррекцию, потому что не всегда понимаешь, сколько именно полигеля нужно нанести на тот или другой ноготь для того, чтобы его полностью хватило, поэтому я всегда выкладываю материала чуть-чуть побольше, чтобы точно хватило материала и сразу же получился красивый ноготь. Поэтому иногда использую чуть-чуть больше материала, и поэтому один ноготь получается короче, второй подлиннее. Конечно, это только мое, потому что можно после того, как сделаешь ноготь, пока материал еще сырой, почистить ненужный материал, сделать нужную длину, но я не люблю, честно, с этим возиться, поэтому я все полимеризую, а потом
потом уже просто опиливаю все ногти по ту длину, которая мне нужна. Ну и, конечно, есть огромный плюс работы с такими ногтями, потому что на опил здесь идет минимальное количество времени. Прям скажу, что, наверное, уходит максимум минут 10 на опил таких ногтей, потому что у них идеальная уже поверхность, пилить их сверху почти не нужно, я только убираю сверху тот материал, который повылазил, придаю ногтям форму. В общем, все это очень быстро, и, как уже я сказала, выходит идеальная поверхность, и это не может просто не нравиться. Пишите в комментариях, как у вас сложилась дружба с этими формами. Нравятся ли они вам, работаете ли вы с ними, или же, возможно, вы их купили, попробовали, поняли, что это совсем не ваше, и забросили в дальний ящик. После того, как сделала коррекцию, перехожу к дизайну. Но перед тем, как нанести гель-лак на эти ногти, я изначально прошлась бафом по поверхности ногтей, просто для того, чтобы гель-лак не скользил. Потому что, когда снимаешь верхнюю форму, там идеальная поверхность, идеальный глянец, и лак не всегда очень хорошо на него ложится. Поэтому я беру бафик и быстренько просто делаю поверхность немножечко шероховатой, для того, чтобы гель-лак хорошо лег, чтобы не скукоживался при нанесении, ну и чтобы в период носки не было никаких сколов. Идею для сегодняшнего дизайна принесла моя клиентка. Она захотела, чтобы одна ручка у нее была покрыта зеленым гель-лаком, а на второй был нюд, но сверху были нарисованы нежные веточки и зеленые листочки. Это довольно простой дизайн для меня, справилась я с этим заданием довольно быстро. Для него мне понадобилась черная гель-краска, именно ее я смешивала с зеленым гель-лаком для того, чтобы нарисовать стебельки. А для листьев мне понадобились несколько оттенков зеленых гель-лаков, также мне понадобился белый гель-лак, чтобы немного подмешать его в листья и получить светлее оттенок, и чуть-чуть еще добавила на некоторые листочки желтый гель-лак для того, чтобы создать такой ясный оттенок. После того, как дизайн высох, перекрываю ногти топом с двух сторон. Вот такая получилась коррекция наращенных ногтей с помощью верхних форм. Я знаю, что многие хотят попробовать работать с верхними формами, но боятся ошибиться и выбрать не те формы. Так что, пожалуйста, напишите, пожалуйста, в комментариях, какие формы используете вы, нравятся они вам или не нравятся. А также напишите о тех формах, которые вы купили и они вам категорически не нравятся, и вы считаете, что это просто выброшенные деньги на ветер. В этом видео я использовала формы от торговой марки Formula Profi, они мне нравятся, ссылку на них я оставлю вам в описании под этим видео. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца, с вами была я, Миронова Виктория, и до встречи в новом видео.